Привет и добро пожаловать на озеро Пеньковатое. Идемте. У нас тут хорошо. Лес, озеро, речка. Вон болотная черепаха загорает на солнышке. Видите бобров? И я не вижу. А они есть. Птиц у нас, правда, мало. Охотников много. Лебедь в этом году только один прилетел. Зато какой красавец. Человек-природа 1-0. Хотя нет, 1-1. Природа всегда отыгрывается. Дикие тюльпаны цветут, ландыши, зайчья капустка. Красота. Красота. А вот в таких корягах часто прячутся змеи. Вон, кстати, одна строит из себя гадюку. Но не волнуйтесь, видите желтые пятнышки на голове? Это ужик. Он не ядовит. Укусить, конечно, может, но так, как ящерица. Толку от этого мало. Он, кстати, только пообедал. А эта маленькая речка течет через поселок. Обмельчала. Раньше по колено была, а сейчас и того меньше. А вот и сам поселок. Пока хозяйка Аленка играется с Бубоней, пройдем в теплицу. Вот, собственно, чем живет станица Луганская. Теплицами. Огурцы. 600 кустов. Посадили в феврале, сейчас уже вон какие вымахали. По 12 килограмм с куста за год. Неплохо, я вам скажу. Но это не моя, это я так показать зашел. Соседская. Здравствуйте. Осторожно, здравствуйте вам. Проходите, пожалуйста. И вот это я сделал своими руками. Начиная, как говорится, от болта и кончая колесом. Открывается, вот двигатель стоит, 14 лошадиных сил. Заводится стартером. Вот ручка есть. Вот ты, мать, не вытащишь, когда она... Вот она. Можно завести ручкой. Это я придумал сиденье. Можно здесь ездить, значит, 4 человека. Даже приемник поставил где-то. Не знаю зачем, но играет приемник. Вот он приемник стоит. Вот он, вот он. Магнитола. А как он, быстрый вообще? Ну, где-то до 60 он свободно бежит. Но усилия у него громадные. Мощность. За счет коробки передач. А номер это как ГАИ? Если скорость завышается, тогда надо регистрировать. А так как мотоблоки не регистрируют, ну это мотоблок, не мотоблок. Вот он, свет горит, тут ближний, дальний. Звуковой сигнал есть, габариты. Как сзади, так и спереди. Передняя подвеска мягкая, вот она, мягенькая. То есть для руля, для рук это облегчение. Задняя без амортизаторов. А долго делали? Ну, за зимой делать нечего. Вот, с осени начал. Я вначале сделал на 3 колесах. Потом мне не понравилось, потому что идет по колее, а так идет 2 по колее идет, а 3 идет между. И неудобно. Пришлось переделать. Вот это я переделал, все. Молодец, дядя Саша. И автомобиль себе смастерил, и лебедка у него огород вспахивает, и даже авторские свидетельства на изобретение есть. Жаль только, что самое хитрое его изобретение какой-то московской НИИ себе стащило. И поливать удобно, да? И поливать, я шланочку положил, она под уклон, побежала туда вода. Все, никаких проблем. Это облегчение труда.
О, Дмитрий Юткин, лидер местного патриотического движения. Школьники не знают историю даже той же станицы, не знают историю своего народа, не интересуются ничем. Система образования так построена, что им не интересно. Казалось бы, возрождается казачество, да, в станице. 20 лет упорно возрождается, мы стоим с вами на улице Ленина. Существует вот даже такой момент возрождения. Существует у нас улица Свердлова. В станице 20 лет возрождается казачество, проводятся фестивали всевозможные. Должна быть Стеньки Разина, Кондрата Булавина? Нет, по крайней мере, Свердлова, человек, который в свое время издал указ о поголовном истреблении казачества. О каком возрождении казачества можно вести тогда речь? Если мы себя позиционируем как православное христианское государство, построено на лживых догматах и лживой идеологии, я считаю, это противоестественно, и за этим не может ни силы, ни жизни, ни правды быть никакой. Несправедливость, упадок, ложь, трэш, угар, содомия, так жить нельзя. Все, пойдем топиться. Я не хочу, я против. Идем. Стой. Может, не надо? Давай в следующий раз. Сегодня неудачный день топиться. Стой, смотри, женщина с саблями. Здравствуйте, а что это вы делаете? Здрасте. А я тут упражняюсь. А зачем? В каждом музее должен быть свой креативчик. В нашем музее креативчик шашки. Потому что наш музей донского казачества. А я там научный сотрудник. Даже так? Да. А почему именно здесь? Ой, птички поют, весна шепчет. И воля, никого не задену. А если кого и заденете, так никто не расскажет. Тоже правильно, тоже верно. А как вам тут в музее? Ой, хорошо. К нам, знаешь, гости отовсюду едут. Из Японии бывают, из Америки, из Канады, из Германии. С переводчиками приезжают. А мы им креативчик. Работа с шашкой. Так вы там в музее, да? Музей. И деткам интересно. Когда они видят не просто и слушают не просто экскурсию, а вдруг тут тетечка берет в руки шашки и начинает ими работать. А вы нам что-нибудь на камеру покажете? Конечно, покажу. Мне не жалко. Только подальше, чтоб не зацепило. Наша совесть и душа грязью не испачкана. Мы богаты красотой, знаем всякий труд. Оттого-то казаки кличут нас казачками. Оттого-то казаки в жены нас берут. Нам не надо ни почем от судьбы подачки. Нас от солнца никому не загородить. Есть особая мечта у любой казачки от любимого навек казачка родить. Ты, проклятый супостат, не пари горячки. Шашки наших казаков хуже сатаны. Ничего вернее нет верности казачки. До последних дней своих мужа ждать с войны. Красота. Хотя, есть виды поинтересней. За мной. Николай Васильевич, Ваня, вы? Здравствуйте. здоров. А я хотел тебе только звонить. Думаю, где же они есть? Место, вы сами видите, лучшего места не найдешь. Здесь холм, конечно, искусственный, все это насыпное было. Но мы подняли его над Донцом, над станицей, все, чтобы обозрение было. Князю Игоря было видно, куда он шел, какой поход. Сам бы я никогда не справился с этой работой. Я привлек скульпторов к этому. А потом техническая работа. Это же было, надо вылепить было. Надо было сварить арматуру, каркас. Сварщики работали, бетонщики работали, форматоры работали. И все это в куче. В общем, бригада была 23 человека. Предположительно, значит, первая битва была в этом районе, где-то здесь. Это задача уже художника решить, как самыми скупыми средствами показать целый полк.
А у коня почему такой вот огромный хвост? Это какой-то поддерживающий элемент, да? Это момент есть такой декоративный. Там для ритма плащ есть, хвост есть такой. Ну, придать, понимаешь, есть ему... движение. Движение это одно, а потом все-таки время указать. Это прием такой чисто декоративного порядка, такого былинного, такого сказочного. Оно, это же уже в древность ушло давно, это событие. Вот. И как люди воспринимают этот момент, так и делаем. Сперва к нему относились по-варварски, вот, там... Ногу оторвали. Все, да, было. Помню. Было. Вот. Пока не пришел крестный ход, пока осветили его, и тогда все стало нормально. Хочешь верь, хочешь не верь. В любом случае, памятник стал визитной карточкой нашей станицы. Спасибо вам. Ну все, спасибо и вам. А вон оно, мое самое любимое место. Идем. Вот оно, то самое место. Счастинская электростанция, Донец, закат, станица дымит. Но не подумайте, ничего не горит. Весна допаливает осенние листья. Местные жители. Мост. Ну, красота. Маша, снимай с ту сторону, смотри. Круто! Настоящее! Ой, а что это у нас в кустах? Вот это да! Гитара! Даже настроенная? Ну что ж, тогда сам Бог велел. Так и живем. Как думаешь, сколько еще будет? Не знаю. А минут 15. Ладно. Давай нашу. На горе стоял казак, он Богу молился, за свободу, за народ низко поклонился. Ойся ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. А еще просил казак правды для народа, будет правда на земле, будет и свобода. Ойся ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Че, неплохой денек был? Неплохой. Вернемся в станицу? Куда же мы денемся? Не, ну классно здесь. Угу. Классно.